В мире случились многие авиакатастрофы, но десятки их не найдены. А перед тем, как я вам покажу топ-5 необъяснимых катастроф, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Рейс 370 Malaysia Airlines. Плановый пассажирский рейс по маршруту Куала-Лумпур-Пекин, выполнившийся 8 марта 2014 года авиакомпанией Malaysia Airlines, который исчез в небе над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлета. На его борту находились 12 членов экипажа и 227 пассажиров. Хотя их судьба остается неизвестной, все они в январе 2015 года были признаны погибшими в результате несчастного случая. Следственными органами не было установлено обстоятельств и причин происшествия. Лайнер вылетел из Куала-Лумпура в 00:42 8 марта 2014 года. В 01:19 экипаж последний раз выходил на связь с наземными службами, а в 01:21 авиалайнер исчез с экранов радиолокаторов. Но, как было впоследствии выяснено, еще около 7 часов находились в воздухе. Самолет не отвечал на вызовы с земли, звонки по спутниковому телефону и текстовые сообщения, посылавшиеся по специальной авиационной системе, и диспетчерам было неизвестно его местонахождение. После 6 часов безуспешных попыток выйти на связь с пилотами рейса, диспетчеры объявили код бедствия. Поисково-спасательная операция началась с обследования акватории Южно-Китайского моря, где самолет в последний раз выходил на связь, а затем переместилась в Малакский пролив и далее в Индийский океан у западных берегов Австралии. Места катастрофы и тел пассажиров не нашли. В августе 2014 года Малайзия и Австралия организовали вторую поисковую операцию, которая проводилась до января 2017 года в южной части Индийского океана с помощью глубоководных аппаратов. Она также завершилась безрезультатно. При этом, независимо от основного поиска, в 2015-2016 годах более чем в 4000 километров от места предполагаемого падения Boeing 777 были случайно обнаружены его небольшие обломки на островах Реюнион и Родригес, побережьях Мозамбика и Моссель-Бэй. Обломки дрейфовали с океаническими течениями, пока не были выброшены на берег. Катастрофа Boeing 737 под Афинами. Крупная авиационная катастрофа, произошедшая в воскресенье 14 августа 2005 года. Авиалайнер Boeing 737 авиакомпании Helios Airways совершал плановый рейс по маршруту Ларнака, Афины, Прага, но через 17 минут после взлета перестал выходить на связь. На его поиски были посланы 2 истребителя Греции, которые нашли самолет, но он не отвечал на их сообщения. В итоге, выработав авиатопливо, лайнер врезался в гору в 2 километрах от селения Грамматико и в 40 километрах к северу от Афин. Погибли все находившиеся на его борту 121 человек, 115 пассажиров и 6 членов экипажа.
Исчезновение Boeing 707 над Тихим океаном. Авиационное происшествие, произошедшее 30 января 1979 года. Авиалайнер Boeing 707 выполнял грузовой рейс по маршруту Токио, Лос-Анджелес, Рио-де-Жанейро, но через 30 минут после взлета исчез над Тихим океаном. На его борту находились 6 членов экипажа. Несмотря на обширные поиски, не удалось найти никаких следов самолета, либо признаков его падения. Этот инцидент считается одним из самых загадочных случаев в истории авиации. Катастрофа Boeing 767. Пад над Дакетом. Крупная авиационная катастрофа, произошедшая ночью в воскресенье 31 октября 1999 года. Авиалайнер Boeing 767 выполнял плановый межконтинентальный рейс по маршруту Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Каир, но через 33 минуты после вылета из Нью-Йорка рухнул в Атлантический океан в 100 километрах южнее острова Нантакет. Погибли все находившиеся на его борту, 203 пассажира и 14 членов экипажа. Катастрофа Вискерс, Висконт под Уэксфордом. Крупная авиационная катастрофа, произошедшая 24 марта 1968 года. Авиалайнер Вискерс, Висконт 803 авиакомпании Aer Lingus выполнял регулярный рейс по маршруту Корк-Лондон, но через 26 минут после взлета рухнул в пролив Святого Георга. Погибли все находившиеся на его борту, 57 пассажиров и 4 члена экипажа. В ходе поисково-спасательных работ были обнаружены лишь 14 тел погибших. Точная причина катастрофы так и не была установлена. Среди возможных причин рассматривались столкновение с птицами, попадание ракеты, столкновение с беспилотным летательным аппаратом и техническая неисправность. На 2022 год является второй по числу погибших авиакатастрофой в истории Ирландии.